Представьте существо, внутри которого живет бездонная пропасть, никогда не насыщающаяся. В конце XVIII века во Франции такое существо ходило среди людей. Его звали Таррар. Родился около 1772 года недалеко от Лиона. Уже в детстве его аппетит вызывал ужас. К 17 годам он весил всего 45 килограммов, кожа до кости. После еды живот раздувался так сильно, что он мог оборачивать пустую кожу вокруг талии словно пояс. Рот был чудовищно широким, челюсти открывались неестественно, зубы темные и редкие. От него всегда исходил тяжелый гнилостный запах. В юности Таррар стал балаганным уродцем. За деньги глотал камни, пробки, монеты, живых угрей. Особенно любил живых животных. Хватал кошку, разрывал зубами, высасывал кровь и проглатывал целиком. Ел собак, змей, ящериц. После таких представлений от него шел пар с тошнотворным зловонием. Знаменитый хирург Пьер Франсуа Перси изучал его месяцами. Таррар мог за один раз съесть обед на 15 человек. Через час живот сдувался, и голод возвращался. Во время французской революции армия использовала его как шпиона. Он глотал секретные донесения в деревянной капсуле и доставлял их естественным путем. Однажды пруссаки поймали и жестоко избили его, но он выжил. В госпитале Таррар опустился окончательно. Он рыскал по помойкам, крал еду у больных, пил кровь, пытался есть трупы в морге. Однажды из отделения исчез маленький ребенок. Подозрение сразу пало на него. Доказательств не нашли, но его выгнали. В 1798 году, в 26 лет, Таррар умер от туберкулеза в Версальской больнице. Перед смертью жаловался, что проглотил золотую вилку. Тело начало разлагаться с ужасающей скоростью. Запах был невыносимым. На вскрытии врачи увидели настоящий кошмар. Пищевод широкий, как туннель, желудок огромный, изъязвленный, занимавший почти всю брюшную полость. Внутренности были заполнены гноем. Вилку так и не нашли. Таррар умер, но его история осталась предупреждением. Внутри некоторых людей может скрываться голод, который не утолить никакой пищей. Голод, превращающий человека в нечто иное. В темных залах европейских дворцов XVIII века иногда появлялся человек, от которого веяло холодом вечности. Он говорил о событиях столетней давности так, будто вернулся вчера. Его лицо никогда не старело. Его называли графом Сен-Жерменом, тем, кто не умирает. Он возник при дворе Людовика XV около 1750-х годов. Элегантный, всегда в черном с безупречным кружевом. Свободно говорил на всех языках, мастерски играл на скрипке, рисовал живые картины. Но никогда не ел на людях, пил только странный травяной отвар. У него всегда были огромные чистые драгоценные камни, которые он дарил направо и налево. Шептали, что он превращает свинец в золото или вызывает камни из воздуха. Однажды старая графиня узнала в нем человека, которого видела 50 лет назад в Венеции. Сен-Жермен спокойно ответил: «Мадам, я очень стар, я знал Понтия Пилата». Он рассказывал о давно умерших королях с такими подробностями, будто сам был на поле боя. Предупреждал Марию Антуанетту о революции. Путешествовал по Европе, везде его принимали как равного. Одни считали его алхимиком, другие – владельцем эликсира бессмертия. В 1784 году он умер в немецком городке Эккернфёрде.
Принц Карл Гессенский был рядом, но могилы так и не нашли. Ни записей о похоронах, ни свидетелей. После этого его видели снова и снова на масонских собраниях, во время революции и даже в следующих веках. Говорят, он до сих пор бродит среди нас, в дорогом костюме, с вечной улыбкой на молодом лице. Сен-Жермен знал слишком много. Возможно, он обманул само время или заключил договор с силами древнее человечества. Его присутствие всегда слегка искривляло реальность. Люди чувствовали себя обнаженными перед его взглядом. Он остался одной из самых загадочных фигур истории, человеком, который жил слишком долго и знал слишком много. В IV веке до нашей эры посреди блестящих Афин жил человек, объявивший войну всему человечеству. Его звали Диоген Синопский, и он решил жить как зверь, потому что только зверь был по-настоящему свободен. После разорения семьи он пришел в Афины и стал учеником философа Антисфена. Тот прогнал его палкой, но Диоген не ушел. Он поселился в большой глиняной бочке на площади, отказавшись от дома, семьи, одежды и имущества. Ходил голым, ел отбросы из земли, справлял нужду прямо при всех. Днем бродил с зажженным фонарем и кричал «Ищу человека». Когда люди собирались, он смотрел им в лица и говорил, что находит только двуногих животных. Он плевал в богатых, называл Платона раздувшимся Сократом. Когда Александр Великий спросил, чего он хочет, Диоген ответил: «Отойди и не загораживай мне солнце». Он спал на голой земле, его тело покрывали язвы и грязь, от него воняло, но он улыбался. Только потеряв все человеческое, становишься свободным. Пираты однажды захватили его и продали в рабство. На вопрос, что он умеет, Диоген ответил: «Умею повелевать людьми, найди хозяина, которому я буду нужен». Его отпустили. Когда Диоген умирал в Коринфе, лежа на улице, как брошенная собака, ему предложили почетные похороны. Он прошептал: «Бросьте меня в ров, пусть птицы и псы съедят мое тело, я и так всю жизнь был пищей для этого мира». Диоген не был сумасшедшим. Он посмотрел на цивилизацию и увидел в ней тюрьму. Выбрал жизнь зверя, потому что только так можно остаться свободным. Его голос до сих пор эхом звучит в тех, кто хочет бросить все и уйти. В начале XX века при дворе Николая II появился грязный косматый сибирский крестьянин с пронизывающим взглядом. От него пахло потом и гнилью. Его звали Григорий Распутин, святой или дьявол во плоти. Родился в 1869 году в сибирской деревне. С детства обладал странной силой, останавливал кровь, предсказывал будущее. Создал свое учение «Грех ведет к Богу». В 1905 году он исцелил цесаревича Алексея, страдавшего гемофилией. Царица увидела в нем спасителя. Распутин получил огромное влияние. Пил без меры, спал с аристократками, говорил, что его грехи – жертва за других. Предсказывал будущее с пугающей точностью и предупреждал: «Если меня убьют, через 2 года погибнет вся царская семья». В 1916 году князь Юсупов и заговорщики решили его убить. Сначала дали цианид в вине и пирожных, Распутин выпил и продолжал смеяться. Потом выстрелили в упор. Он упал, но вскоре вскочил и набросился на них. Его били дубинкой, стреляли еще, связали и бросили в ледяную Неву.
Вскрытие показало, он утонул только после яда, пуль и ударов. Тело сожгли, пепел развеяли. Но легенда гласила, что даже смерть не смогла его остановить. Распутин обладал гипнотической силой, которой боялись даже врачи. Он влиял на судьбу империи, живя в грязи. Его убийство не спасло монархию. Пророчество сбылось. Иногда в холодные ночи слышат тяжелый хриплый смех. Смех человека, которого нельзя было убить. В 1859 году в Сан-Франциско разорившийся торговец решил исправить ошибку реальности. Он объявил себя императором. Его звали Джошуа Авраам Нортон, Нортон I, император Соединенных Штатов и защитник Мексики. После потери всего состояния в неудачной сделке он опубликовал прокламацию: «Я, Джошуа Нортон, объявляю себя императором». Каждый день он надевал потрепанный мундир с эполетами, треуголку с перьями и выходил на улицы с деревянной саблей. Раздавал указы распустить Конгресс, построить мост через залив, запретить называть город Фриско. Город принял его. Рестораны кормили бесплатно, газеты печатали прокламации, люди кланялись. Он ходил с 2 бродячими собаками, Баммер и Лазарус, как с придворными. Когда полиция попыталась отправить его в психушку, город взбунтовался. Нортона выпустили с извинениями. Он правил 21 год. Некоторые идеи опередили время. Умер в 1880 году. На похороны пришло 10 тысяч человек. Город хоронил своего императора. Он создал свой мир и заставил реальность подчиниться. В городе золота и безумия он стал единственным, кто казался нормальным. Где-то между безумием и истиной Нортон I до сих пор правит своей невидимой империей. В конце XVIII века в Массачусетсе жил неграмотный кожевник, которого элита решила разорить. Ему подсовывали самые глупые идеи, а он становился только богаче. Его звали Тимоти Декстер, позже лорд Тимоти Декстер. Ему посоветовали купить обесцененные доллары. Он скупил их мешками. Правительство обменяло их на облигации. Он стал миллионером. Посоветовали отправить грелки в жаркие Вест-Индии. Он загрузил 9 кораблей. Грелки переименовали в ковши для потоки и продали с огромной прибылью. Посоветовали отправить уголь в Ньюкасл во время забастовки шахтеров. Уголь продали дорого. Чем глупее была идея, тем богаче он становился. Он построил особняк с золотым орлом, расставил статуи великих и свои собственные с надписью «Я величайший философ», приказывал называть себя лордом. Написал книгу без единой запятой. Однажды он устроил собственное похоронение. Когда жена плакала недостаточно искренне, он встал из гроба и избил ее. Декстер умер богатым. Удача или нечто темное выбрали этого дурака своей игрушкой. Он пожирал здравый смысл мира, и мир послушно подчинялся. В 1696 году в шотландской деревне Баргаран 11-летняя девочка поссорилась со служанкой
и ее тело перестало ей принадлежать. Ее звали Кристиан Шоу. После проклятия служанки Кэтрин Кэмпбелл девочка начала корчиться в чудовищных припадках. Тело выгибалось дугой, она левитировала над кроватью. Изо рта вылетали рычащие мужские голоса на латыни. Она выплевывала кости, уголь, солому, иглы и волосы. Кристиан утверждала, что видит ведьм, летающих в комнате и вонзающих в нее булавки. Называла имена. Суд в Пейсли поверил ребенку. 7 человек повесили и сожгли за колдовство. Когда ведьмы погибли, припадки внезапно прекратились. Кристиан выросла, вышла замуж и основала успешную фабрику ниток. Но многие до сих пор считают ее не жертвой, а сосудом, через который дьявол поиграл с людьми. Она впустила в мир нечто, голодное до невинности и чужих жизней. Иногда дьявол приходит не в облике чудовища, а в образе ребенка с невинными глазами. С детства он чувствовал, как чужие мысли проникают в его голову. Его звали Вольф Мессинг, один из самых загадочных чтецов мыслей XX века. Выступал в Европе как телепат. В 1937 году публично предсказал смерть Гитлера, если тот нападет на Восток. Гитлер назначил награду за его голову. Мессинг бежал в СССР. Сталин устроил проверки. Мессинг вошел в банк с чистым листом бумаги и вышел с деньгами. Кассир увидел квитанцию. Прошел мимо охраны Сталина, увидев вместо себя Берию. Говорят, он предсказывал Сталину день смерти и предупреждал о гибели самолета. Даже Берия не смог его удержать. Мессинг читал мысли, видел будущее, управлял волей. Умер в 1974 году, но многие верили, он просто перешел в другое место и до сих пор может заглянуть в чужую голову. Если ночью вы почувствуете, что кто-то перебирает ваши воспоминания, замрите. Мессинг уже знает, о чем вы думаете. В 1834 году в Мексике родилась девочка, тело которой природа превратила в кошмар. Ее звали Джулия Пастрана. Она была покрыта густыми черными волосами по всему лицу и телу, с толстыми вывернутыми губами и огромными деснами. Ее называли женщиной-обезьяной и самой уродливой женщиной в мире. Шоумен Теодор Лент купил ее и возил по Европе как аттракцион. Толпы платили, чтобы поглазеть и посмеяться. Джулия пела красивым голосом, но все видели только волосатое лицо. Лент женился на ней ради выгоды. У них родился волосатый мальчик, который умер через несколько часов. Джулия скончалась от послеродовой горячки в 26 лет. Лент забальзамировал тела матери и ребенка и десятилетиями возил их в стеклянных ящиках по миру. Только в 2013 году останки Джулии вернули в Мексику и похоронили с почестями. Она была съедена взглядом тысяч людей. Ее тело и достоинство стали товаром. Самым страшным оказался голод толпы на уродство. Если увидите старые фотографии с грустным волосатым лицом, не отводите взгляд слишком быстро. Джулия до сих пор стоит на сцене. 26 мая 1828 года на улицах Нюрнберга нашли подростка с разумом ребенка. Он едва ходил, не понимал речи, ел только хлеб и воду.
В кармане было письмо. Мальчик вырос в полной темноте подземной камеры. Его назвали Каспар Хаузер. Он быстро учился, но рассказывал странное. Всю жизнь провел в темной камере, где его кормил невидимый человек. Говорил, что видит ауру и чувствует ложь. Весь город был в шоке. Кто он, потерянный принц или обманщик? Каспара изучали философы и аристократы. 14 декабря 1833 года его нашли с ножевой раной в груди. Перед смертью он прошептал: «Человек, большой, черный, нож». Умер в 21 год. На могиле написали: «Загадка своего времени. Его рождение было тайной, его смерть еще большей». Каспар появился из темноты и ушел в нее, оставив только вопросы. Иногда в темных уголках мира вы чувствуете взгляд того, кто никогда не видел солнца. Некоторые тайны лучше оставлять неразгаданными.